Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. Это передача про двух талантливых женщин, которых на первый взгляд ничего не объединяет. Но на самом деле это не так. И сегодня вы в этом убедитесь. Смотрим! 10 декабря 2019 год. Барклайс-центр – самая титулованная площадка Америки в сердце Нью-Йорка, где выступали лучшие из лучших во всем мире. И теперь на аллее славы Барклайс-центра красуется фотография молодого и скромного парня из Казахстана, чья мечта сбылась в тот вечер. Димаш Кудайберген провел свой первый сольный концерт в Америке при полном аншлаге, на котором собрались люди из разных стран, подпевая любимому артисту на казахском, английском, русском и китайском языках. Этот феномен навсегда останется в истории, а вместе с ним и люди, которые были причастны к созданию этого грандиозного шоу. Все вы помните величественную песню «Олимпика» и блистательные наряды, в которых выступал Димаш Кудайберген. Но мало кто знает героев, которые вложили весь свой талант, чтобы тот вечер заиграл яркими красками. В этой передаче я расскажу про двух героинь, чей труд и талант обязательно должен быть отмечен. Это автор текста одной из моих любимых композиций «Олимпика» и дизайнер фантастических костюмов для нью-йоркского концерта «Арнау 2019». Начнем с поэтессы Лилии Виноградовой, автора текста композиции «Олимпика», которая сразила всех наповал еще на вторых европейских играх, которые прошли в Белоруссии в конце июня 2019 года, до упомянутого мной нью-йоркского концерта. Эта замечательная поэтесса еще с 15-летнего возраста и по сегодняшний день продолжает писать тексты песен для известных и популярных исполнителей. Автор текстов на итальянском, французском и русском языках писала песни для многих популярных известных артистов и оперных гениев, таких как Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, и этот список можно продолжать бесконечно. И вот из-под ее пера вышли два шедевра для Димаша Кудайбергена. Это «Олимпика» и «Пассионе». Обе эти композиции написаны на итальянском языке и плотно вошли в репертуар исполнителей, вызывая бурю эмоций при прослушивании. Мне посчастливилось услышать композицию «Олимпика» живьем на сольном концерте Димаша в Казахстане. Будучи в фан-зоне в окружении людей разных возрастов и национальностей, я ощутил настоящий катарсис. Находясь в гуще событий и слушая эту композицию при мощном звуке, ярком шоу и спецэффектах. Сейчас, наверное, будет что-то зажигательное. Привет! Привет, Петербургу! Друзья, это все вам приветы передаю. Наши дорогие, любимые подписчики канала. Словом, для меня эта песня пропитана духом, силой воли и стремлением человека покорять все новые и новые вершины. Лучшей композиции для открытия спортивных мероприятий или Олимпиады даже не придумаешь. Я восхищен талантом Лилии Виноградовой, которая в содружестве с Игорем Крутым и Димашем написали такой потрясающий шедевр. Разумеется, эту работу нельзя раскладывать на составляющие, так как все там требует пристального внимания. Это и текст, и музыка, и неподражаемый вокал. На редкость среди творческих особ этим людям удалось найти гармонию сначала друг с другом, а потом и в работе. Еще один пример удачного сотрудничества для Димаша произошел с дизайнером из Самары, которая добилась признания в Америке благодаря своему труду и таланту. Это фэшн-дизайнер Лёка, которая до сотрудничества с Димашем успела сделать сценические наряды для Леди Гаги, Кэти Топури и других модных особ. Закончив архитектурный университет и поработав дизайнером интерьеров, ей стало тесно в рамках своей профессии. Она рискнула, бросила все и уехала покорять Америку. Как вы уже поняли, ей это
удалось. Модный фэшн-дизайнер работала не только с гламурными и именитыми исполнителями, а также выполняла высокотехнологичные заказы для шоу мирового уровня. Знакомство с организаторами концерта Димаша поставило перед Лёкой новые задачи, которые она выполнила с блеском. Примечательно то, что все костюмы были выполнены дистанционно, без примерок и в кратчайшие сроки. Шикарный космический образ Димаша, который мы увидели в промо-ролике для концерта Арнау, был выполнен за 4 дня. Все остальные костюмы за 2 недели до начала концерта. Костюмы были выполнены в стиле неоклассика. Все они были разные, но при этом составляли одну единую коллекцию. Все мы помним эти шикарные образы, которые поражали нас своим стилем и новизной. Лёке удалось совместить современный дизайн, вписать в него классический орнамент и, самое главное, предоставить удобство и свободу действий артисту на сцене. Мы-то с вами знаем, как Димаш энергично двигается на площадке, когда поет не только его голос, но и выразительные руки. Ту колоссальную ответственность, которую Лёка взяла на себя, оправдались с лихвой. Ведь согласитесь, не каждый дизайнер способен выполнить такой заказ дистанционно, точно в срок и чтобы он смотрелся респектабельно на одной из самых главных площадок Америки, где выступали самые крутые мировые звезды. Разумеется, мы можем только порадоваться за Димаша, что на его жизненном пути встречаются творческие и ответственные профессионалы. А по-другому и быть не может, ведь подобное всегда притягивается к подобному. С нетерпением будем ждать новых песен и новых гастролей артиста, чье имя уже давно горит яркой звездой на небосклоне дружбы, любви и музыки. Алга Димаш! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.